Доброе утро всем свободным людям. Хороших людей больше. Я бы хотел сегодня начать с вами день с очень интересных видеоподборок, где РПЦ выступила против своего бога Путина. Я вам покажу новые стандарты супермаркетов будущего Европы, а может и мира, в связи с теми процессами, которые нас не покидают в этом году. И постараюсь сделать интересный ролик. Еще раз всем хорошего дня. Знаете, я хотел вам записать такой небольшой ролик, но скорее всего мы сделаем, как 2 недели назад, подведение итогов. То, о чем я хотел сказать, то, что я хотел с вами обсудить, но по каким-то причинам в предыдущие ролики, которые вышли на этой неделе, это не вошло. Буквально только что я начитался, как Джонсон объявил о том, что у них там новый штампик появился. Вы зайдите, посмотрите в новости из Лондона, как там народ убегает. И за сутки буквально уже 7 европейских стран объявило о том, что прекращают полностью с Англии авиа и ЖД сообщения. Я думаю, что уже завтра, когда вы этот ролик посмотрите, уже, наверное, вся Европа закроется, изолируется от Англии. Очень бы не хотелось, чтобы в следующем году мы говорили, что вот 20-й был хороший, сейчас еще сложнее. Знаете, как сейчас шутят? Хотелось бы, чтобы этот уже кошмар закончился, все путешествовали по миру, работали, отдыхали, встречались с близкими, друзьями как можно чаще. Я вам сейчас покажу одно видео. Это новый формат будущих гипермаркетов. Его вроде как приурочили к этим событиям и этой болячке, что существует по миру. Но я думаю, концепт этот был немножко другой. Он больше связан магазины и скорость обслуживания и удобства, и больше скопировано с Макдрайва. Но я вам скажу, если такой магазин откроется, я буду его 100% посетителем. Смотрите, какая уникальная идея. В период пандемии это вообще очень круто. Ну, очень интересный концепт. Единственное, по логистике не совсем понятно, но мне нравится идея. Приехал на машине, купил, уехал. Не выходишь, не заходишь, ни с кем не контактируешь, выбрал все свежее, все сам индивидуально. Я думаю, по крайней мере, тот, кто первый такой проект реализует, только из-за того, что он будет первый, туда поедут люди. Может, я не знаю, может уже где-то это есть, вы расскажите. Я, по крайней мере, такой первый раз вариант вижу. Дальше я хотел бы с вами поговорить о самом интересном ролике, который я хотел сегодня вставить и вообще ему посвятить полностью. Ну, будет уже сборник. Знаете, я к церкви, особенно РПЦ, отношусь очень отрицательно. Это чистый бизнес-проект, который работает на государство, полностью под контролем спецслужб. Им дают хорошо жить, и они при этом рассказывают, что не в деньгах счастье, и дайте на храм и тому подобное, а сами при этом, как там Гундяев, имеют миллиарды долларов, потому что в свое время через РПЦ завозился весь алкоголь безакцизно, и вся мафия через РПЦ строила на этом сумасшедший бизнес.
И поэтому, когда их клепает Невзоров, я смеюсь. Потому что всех остальных попов в расе, которых выставляли в публичное поле, они же все только кричали: надо жить скромно, есть жмень куриса. Но я эти все видео вставлять не буду. Если попросите, я сделаю целый выпуск отдельно на эту тему. И тут я вам покажу уникальное видео. То, что сегодня, буквально 2 часа назад, я увидел. Я не знаю, что это за батюшка и что его ждет в России. Но то, что он сказал, это крик души не батюшки, это крик души человека. Как кричать, как достучаться к вам, братья и сестры? Посмотрите этого паразита кремлевского. Сколько школ закрыл, сколько больниц, сколько вас убил, православных людей. За время своего правления. Слов нету. Я говорил, президент это дебил из дебилов, урод из уродов. Вот вам пример, живой и показательный. И опять за него будете голосовать, за эту тварь. Сколько убил ваших детей? Дочерей на иглу посадил. Притоны. Наркотой торговал. Крышевал все ларьки в Петербурге. Бандит из бандитов. Как сказал Виктор Илюхин, нет ни одной статьи в Уголовном кодексе, которую нельзя бы нацепить на этого пидора кремлевского. Путина. Может быть, конечно, это видео и не новое, это я его только увидел сегодня. Если оно старое, ну, напишите. Но в любом случае меня поражает смелость этого батюшки и то, с какой искренностью реальной он это говорит. Он об этом думает, он в этом убежден. Еще я хочу вам показать одно видео. Мужчина ведет из Германии, скорее всего, свой канал. И мне очень часто проскальзывают вырезки из его обзоров. Если вы можете, вы мне, пожалуйста, напишите, как его YouTube канал называется. Потому что уже 3-й выпуск, он коротенький, там, но подает очень интересную информацию. Это просто интересно. Вот смотрите, что он рассказывает. Для сравнения о загнивающей Европе. Привет, это снова я. Очень много задают вопросов, как живут якобы нищие в Германии. Отвечаю, нищих в Германии нет. По Конституции Германии записано, каждый человек должен жить достойно, потому что он человек. Все, кто официально живут в Германии, кто по каким-то причинам не может работать, получают пособие Hartz IV, Arbeitslosengeld. Что это такое? Государство оплачивает полностью аренду квартиры, государство оплачивает полностью ЖКХ. Каждый человек имеет полностью бесплатное медицинское обеспечение, вплоть до лекарств, которые выписал врач. На каждого человека, например, на семью из 3 человек получается 1500 евро в месяц. Вот и считайте, нищета это или нет. Вот такие вот так живут нищие, безработные в Германии. И как же обрабатывают стариков всех пропагандоны типа Соловьева, в Беларуси того же Озаренка, где там все умирают с голода, все нищают, а у нас пенсионеры самые великие и самые богатые. И при этом все рассказывают, можем повторить. Мата на них нету просто за эти слова. Тут очень классный под это видео ответ сегодня подоспел. Это специально для тех, кто дожил до этой минуты ебатик и сейчас пишет много комментариев, что это все фейк и это пропаганда немецкая работает. Вот специальное видео для вас
о пропаганде русской. Это город Сасово, Рязанская область, улица Железнодорожная, дом 6. Вот этот дом многосемейный. Все удобства находятся на улице. То есть все туалет, в доме нету воды и никогда не было. Сколько бы людей не писали, чтобы нам это сделать, администрация ничего не делает. В этом доме нет канализации. Ну, соответственно, туалет на улице. Здесь, причем, живут люди многодетные, точно знаю, 2 многодетных семьи. Дети ни разу в жизни не видели ванны. Как так? Единственное, что у детей есть, это вот этот позорный грибок. Причем, кстати, этот грибок разукрашивал я, купил краску. Делать не знаю, кто его, но это вообще пипец. Камнями огорожен, дети рядом с курами. И говорят, это единственное, что у детей тут есть. А вот он, туалет для всех жильцов этого многоквартирного дома. Вот, пожалуйста, сюда люди, век инноваций, ходят в туалет. 21 век. Вот сейчас парень прошел с ведром воды. Вот и набирал воду на колонке. Причем воду на колонке, если набираешь, ее надо еще через фильтр пропускать. Потому что если не пропустишь, ее пить невозможно, на ведрах осадок. Вот она колонка. Отсюда люди берут воду. Вот так вот. Это этот хороший дом. Железнодорожный, дом 6. А рядом с этим домом разрушенный дом, который разрушили уже года 3 назад. Вот его поломали, он здесь стоял такой старый дом. Его сломали и не убирают. Как это все не пыхнуло, не загорелось, еще неизвестно. Здесь просто отвратительно, хлам и помойка. И это век инноваций. 21-й, когда уже, не знаю, скоро на другую планету, может, полетим. А тут люди до сих пор на улицу в туалет ходят. Взорвет Россию. Ну, невозможно ж. Когда они все равно читают новости, что из всех самых больших яхт 50% принадлежит русским олигархам, друзьям Путина, а у людей нет воды, нет ничего, абсолютно всем наплевать. И там буквально месяц назад еще какой-то олигарх приобрел яхту за 500 миллионов евро. Блядь, ну когда они подавятся? Ну это ж можно... За 500 миллионов все эти поселки можно провести воду, сделать цивилизацию, поставить, наверное, на дороге, хотя бы им из кирпичиков выложить. А они жрут. А народ просто запугивает. Ну он взорвется, невозможно. Растет же новое поколение, которое с помощью интернета видит, что, оказывается, может быть лучше. И после этого, конечно, еще новость этой недели, от которой я очень сильно громко матерился. И мы, по-моему, это обсуждали, но я не включал видео. Сейчас еще раз включу. Когда второе лицо Госдумы Российской Федерации рассказывает все, что он думает про Украину. Я бы его тоже задушил. Украину мы обсуждаем потому, что Украина – это часть России. Мы обсуждаем проблемы Украины, потому что это такие же русские люди, на которых поставили и довели до конца определенного рода эксперимент, который не прошел у нас. Поэтому это интересно. Сейчас просто уже ночь. Я не хочу высказываться все, что я думаю по этому поводу. В принципе, 2 ролика назад, кто не видел Беларусь, почему тебя понимает Украина, там тяжелый ролик, я его посвятил войне на Донбассе. Там вы все мое мнение увидите сразу и поймете. И может быть отпишитесь, а может быть подпишитесь. Я не хочу сейчас заводиться, комментировать этих придурков.
У них туалеты на улице. Они эксперименты ставят. Тут вот в одном лице написано все. Смотрите. Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Путин президент мира! Ура! Президент мира. Это враг всех людей на земле, который ради своей власти и своих денег пойдет по трупам. Не говоря уже про другие народы, он своих убивает спокойно. И революции уничтожат обоих диктаторов. И никуда они не денутся, только будут оттягивать свой конец, и он будет еще тяжелее. И все фанаты диктаторов будут потом горевать сильно, а страны будут свободно развиваться, идти к цивилизации, чтобы думать, как такие магазины строить, и как на планеты летать, а не как сделать новую пушку, которая убьет сразу не 10 человек, а 110. Завершить бы я хотел очень веселым видео. Знаете, почему диктаторам конец? Потому что даже уже об этом говорят птицы. Такой позитив, хочу на нем закончить. Лукашенко, назад. Лукашенко, назад. Назад. Лукашенко, назад. Друзья, но если вы дошли до этого мгновения, 19 минуты, значит мы с вами полностью на одной волне. Огромное вам спасибо. И для вас, как самых лояльных моих друзей, которые смотрят до конца, напишите мне честно, нравится ли вам раз в неделю формат, где я подвожу итоги, все, что меня зацепило или как-то задело за эту неделю. Потому что я хочу почистить память и новую неделю начать с новыми выпусками, с новыми разборами и с новыми новостями. Живи Беларусь, слава Украине, и Россия будет без Путина. Пока.